Всем привет, с вами Полина. Сегодня я хотела бы показать, как я буду шить кожу тонкую на бытовой швейной машинке. Надеюсь, вас эта тема заинтересует. Я наконец-то хочу доделать уже поясную сумку, которую я давно уже делаю. Если вы следили за моими видео, то как раз в курсе этого дела. Сразу хотелось бы заметить, что в этой сфере я ни в коем случае не профессионал. Поэтому, если вы умеете работать с кожей на швейной машине лучше меня, у вас есть какие-то отличные идеи, пожалуйста, напишите в комментариях. Мы это с радостью обсудим. Я думаю, что всем это будет интересно, потому что очень много разрозненной информации по работе с кожей. Кто-то что-то советует, и непонятно, вообще это работает или нет. Например, иглы для кожи. Многие считают, что можно обойтись без них. Но шитье кожи – это очень большая нагрузка на обычную швейную машину, поэтому лучше ее поберечь и все-таки поменять иглу на специальную. Кроме того, я выставляю длину стежка побольше, кожа не любит частых проколов. Прежде чем шить любую вещь, я настраиваю машину на кусочки материала. К сожалению, у меня нет специальной лапки, которая помогает коже продвигаться так же равномерно, как и ткани. Поэтому машина пропускает стежки. Чтобы ей помочь, я наклеиваю малярный скотч со стороны лапки, то есть сверху. Также для этого советуют строчить через кальку или бумагу, но тогда их тоже надо как-то закреплять, иначе очень сложно строчить ровно. Еще нужно настроить натяжение нити. Для этого я использую верхнюю и нижнюю нить разных цветов. Натяжение должно быть таким, чтобы на каждой стороне был только один цвет. В одном из прошлых видео я показывала, как делаю выкройку для этой сумки. По этой выкройке я уже нарезала основные детали. Из обрезков кожи я отрезаю детали ремешка. Его длина и ширина чуть больше, чем на выкройке, потому что планируется подравнивать края. Я вырезала два одинаковых кусочка и склеила между собой клеем момент кристалл по инструкции. Теперь я делаю разметку для того, чтобы проложить строчки вдоль ремня. Для этого я измеряю выкройку, а не полоску кожи. С каждой стороны отступаю небольшое расстояние. Можно было просто наклеить сверху на будущий ремешок малярный скотч и разметить. Но мне удобнее делать именно так, потому что так легче центровать. На швейной машине оказалось очень удобно попадать в эту разметку. Я так делала первый раз, и мне прям очень понравилось. Строчка получилась ровной и очень аккуратной. Не снимая малярный скотч, я размечаю ремешок, отмеряя ширину по выкройке. Если края подрезать, когда ремешок склеен и прошит, то они получаются очень ровными. Я первый раз использовала малярный скотч для шитья кожи, и один из главных его плюсов – это возможность рисовать на нем, а не на коже. И, кстати, чтобы не повредить шов, лучше отрывать малярный скотч отдельно справа и слева от строчки. Затем я зачищаю края. Можно наждачкой, но у меня есть специальная пилочка для этого дела. Сперва, как обычно, крупный абразив, затем мелкий. В итоге край, или как его еще называют, урез кожи, получается ровным и аккуратным. Но это еще не конец, мы еще вернемся к обработке урезов чуть попозже. Теперь буду собирать саму сумку. Начинаю с передней стенки. В первую очередь нужно подогнуть и прострочить свободный край.
Для подгибки я впервые решила воспользоваться двусторонней клейкой лентой шириной 6 мм. И не прогадала, потому что она оказалась очень удобной и полезной в работе. Это намного удобнее и быстрее, чем клей. Я прям очень довольна таким экспериментом, потому что когда наносишь клей на кожу, обычно ждешь еще 10 минут, как положено, а тут получается экспресс-сборка. А если что-то пошло не так, то можно оторвать ленту и сделать все заново. Короче, прям огонь и прям супер штука, очень советую всем. Для того, чтобы разутюжить швы кожи, я прохожусь по ней небольшим молоточком. Никакого специального у меня нет. Этот вполне справляется со своей задачей. Чтобы края оставались в нужном положении, я фиксирую их клеем или клейкой лентой. Теперь начинается самая сложная часть работы. Это соединение боковой части сумки с передней и задней стенкой. Боковой скругленный шов нужно сделать очень аккуратно и с первого раза. Я начинаю соединять детали от центра к краю. Центр отмечаю, сгибая деталь пополам. И вот мне снова приходит на помощь клейкая лента. Я не стала делать весь шов за раз, потому что гораздо удобнее сначала прошить центр, а потом боковушки. Самое главное – это не забыть, что между слоями еще нужно вставить ремешок. Благодаря тому, что я заранее сделала макет, у меня есть напоминалка по сборке сумки. Есть только одна проблема. Когда заклеиваешь малярным скотчем край, он закрывает разметку, и ее нужно наносить заново. На видео весь процесс прострочки у меня очень сильно ускорен для экономии вашего времени. Я строчу кожу на самой низкой скорости, потому что в идеале это нужно делать только один раз и без лишних дырочек. Для фиксации на изгибах клейкая лента оказалась просто незаменима. Боковая часть – это прямая полоска, а край изогнутый. Их лучше сначала соединить и посмотреть, как все выглядит, и только потом уже пристрачивать. Самое главное – следить, чтобы лента оставалась внутри шва. Отступ от края должен быть больше, чем ее ширина. Малярный скотч в этом случае пришлось нарезать узкими полосками.
Для таких узких и неудобных участков я меняю лапку на ту, что использую для вшивания молнии. Из всех, что у меня есть, это самое удобное для такого дела, потому что она узкая. Далее я подрезаю кожу в местах скруглений, не доходя буквально пару миллиметров. Припуски должны плавно загибаться сбоку, чтобы с лицевой стороны шов был красивый и аккуратный, а сумка хорошо держала форму. С другой стороны я проделываю все то же самое. Я немного не дохожу строчкой до верхнего края, поскольку боковую часть еще нужно будет подгибать. Заднюю стенку с клапаном я пришивала точно так же, с одним лишь отличием. На задней стенке еще нужно разместить шлевку для ремня, а если пришить боковую часть сразу, то потом к шлевке просто не подлезешь. Поэтому я только подготовила шов с помощью клейкой ленты и малярного скотча и пока что не пристрачивала. Затем я оформила шлевку. Чтобы понять, куда ее вообще пришивать, очень удобно загнуть клапан и ориентироваться на получившуюся складку. Кстати, изнутри у меня была разметка для места сгиба по выкройке, но все равно клапан нужно отцентровать, потому что кожа в процессе работы постоянно растягивается или сжимается. Если смотреть только на разметку, то сумку может перекосить.
Чтобы понять, в какую сторону лучше загнуть припуски, я ориентируюсь на лицевую сторону. Обычно с одной стороны получается красивее, аккуратнее, чем с другой. А иногда шов лучше разутюжить. В контексте кожи это значит расправить в разные стороны, приклеить и пройтись молоточком. А теперь самое страшное для меня место, потому что самое заметное. Это изнанка и край клапана сумки. Я долго думала, что с ним делать. Были варианты обшить край кожаной косой бейкой или обрезать и прострочить по краю так же, как и ремешок. В конечном счете я решила подогнуть края, а с изнанки пришить детали с кожи. Сперва я думала обойтись подкладочной тканью, но это не очень долговечный вариант. На клапан приходится основная нагрузка, его постоянно открывают, закрывают, и подкладочная ткань может потерять опрятный вид. По крайней мере, на сумках у меня так и происходит. Единственная проблема была в том, что кожи у меня осталось совсем немножко, прям вот впритык, поэтому обратную сторону пришлось собирать из 2 кусочков. Да и вот этих вот самых кусочков мне хватило прям едва-едва. Я подогнула край клапана, зафиксировала его и, как обычно, простучала молоточком. Затем оформила края боковой части сумки. Прежде чем приклеивать изнанку клапана, я решила немного поэкспериментировать с урезом кожи. Попробовать придать краям клапана ремешка фабричный вид подручными средствами. У меня завалялся как раз ремкомплект красок для реставрации кожи, который я заказывала в Китае. Он, кстати, совсем недорогой. И в процессе ремонта он очень хорошо себя показал. Вообще нормальные люди для такого дела используют специальную краску для уреза кожи. И я купила бы ее, если бы речь шла о изготовлении большой вещи, например, дамской сумки или что-то типа того. А тут такой маленький-маленький участок, куда мне потом девать целый пузырек? С кожей я работаю редко, а фишка этого набора в том, что можно смешать любой оттенок в специальной баночке. Вообще, мне сдается, что это та же самая краска, только в меньшем объеме, но вообще точно я не знаю. Наношу краску на край деревянной палочкой. Кстати, тут не помешает тренировка, потому что она очень липкая и густая. Я так сильно ей перемазалась, хотя мне казалось, что вообще все будет окей. По инструкции полностью краска высохнет в течение суток, но схватывается она, конечно, быстрее. Край я покрасила с вечера, а утром уже продолжила собирать сумку. Эта краска по физическим свойствам очень сильно напоминает жидкую резину, собственно так же, как и краска для уреза кожи. Когда она застывает, то остается пластичной и очень хорошо держится. Единственное, я не знаю, как она поведет себя со временем. Хотя, честно говоря, на покупных сумках урез кожи тоже со временем сыпется, и его нужно обновлять. Теперь дошла очередь до пряжки. Ширину ремешка я рассчитывала именно по этой пряжке и даже делала макет с этой пряжкой.
поэтому все так хорошо теперь подходит по размеру. Если вам интересно, то посмотрите это видео, там как раз все подробно показано. Пряжку я пришиваю вручную. Обычно я это делаю специальными иглами для кожи, но сейчас мне приходится прятать иглы от маленького ребенка. Иногда у меня получается слишком хорошо, и в итоге я очень долго не могу их найти, вот прям как сейчас. Теперь я проделываю отверстия в ремешке и оформляю их люверсами. Диаметр отверстий 4 мм, соответственно люверсы номер 2. На выкройке задумывалось, что отверстие будет 3, но я сделала еще одно про запас, и оно в итоге пригодилось. Для их установки я использую специальный пресс, потому что ручным инструментом у меня не получается нормально работать. Для крепкой установки сил у меня не хватает, а если даже приложить большие усилия, то люверс просто деформируется. Если нагрузка небольшая, то будет еще ничего, а вот если вы шьете, например, корсет, то отверстиям придет конец после первой же шнуровки. Это проверено, кстати, и не раз, так что, на мой взгляд, лучше купить все-таки пресс. Он очень быстро окупается по сравнению с установкой фурнитуры в ателье. Далее я собираю клапан, приклеиваю ремешок и кожаную подкладку. И на этом этапе у меня случился небольшой фейл. Я очень зря щедро мазала клеем по краям, и в итоге, когда пришло время пристрочить край на швейной машине, игла очень плохо двигалась через все эти слои клея вперемешку с кожей. А это так-то, на секундочку, самое видное место. Пришлось убирать нитки и шить вручную через те же самые дырочки. В общем, намучилась я. Надо будет запомнить на будущее больше так никогда не делать. Не мазать край до того, как я его пристрачиваю. Для того, чтобы сумка хорошо держала форму, внутрь я вставляю чехол из фетра. Шила из того, что было, поэтому он у меня разноцветный. Ну, он внутри, поэтому ну и ладно. Он сделан по той же выкройке, только с краю я убрала около 3 мм. Подкладка контрастная и из красной джинсовой ткани. Ее пришиваю вручную потайным швом. Наконец сумка готова. Она оказалась просто очень трудоемкой, но, по-моему, результат того стоил. Мне очень понравилось то, что получилось. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я очень рада тем, кто подписывается на канал, тем, кто смотрит мои видео. Я очень сильно слежу за этим, и для меня это очень важно. Вы очень мотивируете меня записывать что-то новое, рассказывать что-то новое.
Тем более, что новых идей интересных у меня очень много. Очень хочется все это показать, поэтому обещаю, будет очень интересно. Не пропускайте новые видео, подписывайтесь. Всем пока!